Птицы Маныча, 20 апреля. 20 апреля мы дали слабину и проспали до 6 утра. Лишь в 8 часу мы выехали на фотоохоту и выяснили, что степной ветер проснулся куда раньше нас. Всем привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский, и я продолжаю репортаж из окрестностей села Дивного в Ставропольском крае. Благодаря вашей поддержке и предложению Ольги Натальской мы приехали на Маныч, чтобы понаблюдать за местными птицами. У каждой кошары обязательно держались удоды. Поэтому я немного поснимал этих красивых птиц, пользуясь их распространенностью. Время от времени можно было слышать нехитрое выступление удода. Птица с хохолком, как умело, пыталась произнести свое латинское имя – Упупа эпопс. Но ветер был крепок, поэтому я даже не пытался достать из багажника свою тарелку для записи голосов птиц. Голоса золотистых щурок, рассевшихся на проводах, тоже приходилось слушать под аккомпанемент ветра. Удодов и золотистых щурок тоже можно встретить у нас, в Рязанской и Московской областях. О золотистых щурках я уже подробно рассказывал на канале в репортаже «Щурки песчаных карьеров». На юге России еще встречаются зеленые щурки, но нам они не попадались. За компанию с удодом я немного поохотился с фоторужьем на хохлатого жаворонка. Тем более, что в отличие от удода и щурок, этот товарищ в наших краях не встречается. Жаворонок, подзадоренный песнями пернатых собратьев, скромно пробовал голос на земле. Набегавшись и напевшись, хохлатый жаворонок нагулял аппетит. Ну а на сытый желудок можно и права покачать. Всякие возвышения в степи – это опорные пункты, которые жаворонки охраняют от соседей. Степной жаворонок или джурбай близко меня не подпускал, так что его приходилось снимать главным образом из окна автомобиля. Если позволит ветер, я попробую записать его песню, но сегодня ветер требовал набраться терпения. Вместо того, чтобы изучать ближайшие окрестности, мы поехали на дальнюю точку на Дунду. По пути неподалеку от очередной кошары мы заметили небольших птичек прямо на грунтовой дороге. Это оказались каменки-плесуньи. Новый для меня вид, родственница нашей обыкновенной каменки. В репортаже «Каменный дом каменки» я рассказывал о гнездовой жизни этой интересной птички. Каменки-плесуньи были озабочены гнездом. Они уже собирали строительный материал для мягкой выстилки лотка. Мы долго и внимательно следили за птичками из машины в бинокль, пока не определили, куда они чаще всего летают. Сейчас будем ставить камеру около гнезда каменки-плесуньи. Выследили по самцу, который беспокоился немного. И просто я вышел в поле и пошел, ожидая, что самец даст голос тревоги, и самка вылетит из норы. И так и произошло. Дальше просто посмотрел, нашел нору. И сейчас поставим камеру изначально подальше, чтобы, во-первых, не бросили нору.
И, во-вторых, все-таки попытаться заснять, как она туда, допустим, заходит со строительным материалом. Вот уже подготовлена камера GoPro с бленда, защита от солнца. Это вот первый раз я буду тестировать внешнее питание. И GoPro 5, который меньше всего греется на солнце. Примерно вот, да, мне кажется, сантиметров 25 есть. А такой внезапно появившийся куст, он не смутит каменку гнезда? Ее больше смутит не куст, а вот это. Поэтому... Такой. Вот такая кочка. Все, пойдем. Да, я сейчас включу. Все, в принципе, готово. Оставив камеру у норы, мы поехали в пойму Дунды. По приезде на границе с заказником Маныч-Гудило мы обнаружили уже привычных нам овец и интересный биотоп с дамбой и тростниками. На открытой воде держались водоплавающие птицы. Видели даже пару пролетных серых гусей. Над тростниками летали и привычные серые цапли, и маневренные рыжие цапли, и белоснежные колпицы, и тяжелые кудрявые пеликаны. Ну а к нестроенным караванам караваек мы уже даже начали немного привыкать. Пара кудрявых пеликанов, казавшихся грузными и неповоротливыми, наглядно нам продемонстрировала, что для взлета с суши им даже не требуется разбег. Из мелких птичек вдоль берега бегала самка белой трясогузки. У нее шапочка, в отличие от самца, имеет тусклые серые оттенки. Но вы наверняка знаете об этом, если смотрели мой фильм «Гнездовая жизнь белой трясогузки». А вот желтую трясогузку я до конца так и не распознал. То ли это и правда желтая, немного странной окраски, то ли самка черноголовой трясогузки, тоже с не самым стандартным вариантом расцветки. Не сильно выделяясь размерами, по берегу бегали и малые зуйки. Мы поехали по степи и даже умудрились немного заблудиться. В результате мы дважды проехали одну и ту же кошару. В одном месте пришлось открывать своеобразные ворота из проволоки. Я забыл, что провод может быть под напряжением. Легкий удар тока взбодрил меня, и я понял, что изолятор в месте крепления сделан все-таки не для красоты. Мы вернулись на Дунду, и на дамбе наше внимание привлекли голоса усатых синиц. Птички сновали в тростниках, и казалось, что среди взрослых были уже и слетки. Ну, жиденько внизу. Проваливаюсь уже глубоко. Я надел забродный костюм и попытался подобраться поближе к пучкам тростника в русле реки. Тверди нет. Тверди нет. Однако глубина и слой ила не позволили мне далеко продвинуться. Зато я убедился, что у лысух уже появились птенцы. Несолоно хлебавший, я без большой надежды осмотрел тростники у самого берега. Но это был неподходящий вариант для гнездования, так что там я ничего не нашел. После небольшой разминки в забродном костюме я вернулся к сухопутной фотоохоте. Из зарослей тростника на голос удалось на мгновение выманить тонкоклювую камышовку. Эта небольшая птичка и правда обладала длинным клювом пинцетом, но вообще очень напоминала камышовку барсучка.
Под хор лягушек на водной глади нам очередной раз показалась серощекая поганка. Теперь я узнал ее сразу. Но птица скоро скрылась за ширмой тростников. Прямо мимо нас прошло безмятежное стадо овец и коз. На время я забыл о птицах и с удовольствием снимал этих косматых газонокосильщиков степи. Пастухи тут почему-то ездят на мотоциклах, а не на лошадях. Видимо, так дешевле и удобнее. Пока мы с Ольгой тщетно пытались поймать в кадр неуловимых усатых синиц, к нам на зов прилетел лебедь. Слушая незримого соперника из колонки, царь-лебедь всячески давал понять, что сопернику не поздоровится, если тот появится у него на пути. Демонстративный взлет лебедя нарочно производится с большим шумом, который был слышно с пары сотни метров, а то и дальше, в зависимости от силы и направления ветра. Вечерний хор лягушек напомнил нам, как краток вечер на юге. На обратном пути мы навестили каменок, и я забрал установленную у норы камеру. GoPro 5 исправно проработала 5 часов, а потом выключилась, поскольку закончился ресурс внешнего аккумулятора. Первым посетителем норы был жук-бронзовка. Позже прилетела и каменка-плесунья, но в нору поначалу идти боялась. Жуки уж было подумали, что получили просторные апартаменты в безраздельное пользование. Однако норы грызунов в степи все наперечет, так что скоро каменка-плесунья вернулась с более серьезным настроем. Но самое интересное, что несмотря на ветер, удалось записать общение двух каменок, не то супругов, не то двух самцов, оспаривающих право на нору. В книге Панова «Каменки Палеарктики» подробно описано поведение каменок-плесуней в период размножения. И если ориентироваться на описание из книги, то на этих кадрах похоже, что самец имитирует сигнал слетка и дополнительными приседаниями рекламирует нору самки. Еще одна особенность поведения самца у норы – это демонстрация самки открытого клюва. Собственно, только благодаря штудированию книги Панова мне удалось по поведению понять, что большую часть времени у норы проводил самец, а не самка. Когда обе птицы оказались в кадре, с большим трудом можно было отметить, что у самца темная полоска между глазом и клювом более заметная, чем у самки. Но в полевых условиях это не очень надежный признак, так как бывают самки, которые тоже имеют такую подводку у глаз. Также получилось днем отличить самца от самки, когда они находились рядом. Строительство гнезда – это прерогатива самки, так что поведение и тут было более надежным отличительным признаком, поскольку у самки в клюве был строительный материал. А вот вечером при изменившемся освещении, при появлении одной птицы у гнезда, мне снова было непонятно,
кто оказался перед камерой, самец или самка. К сожалению, эта нора каменок находилась слишком далеко от Дивного, поэтому мы больше к ней не возвращались, чтобы не тратить время на дорогу. Но позже мы нашли другую нору, и там тоже удалось подсмотреть интересные сценки из жизни этих птичек. Ну а завтра утром обещали небольшое ослабление ветра, и я, наконец, попробую записать голоса птиц с помощью специального оборудования. Друзья, спасибо за ваш интерес и поддержку. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра.